Здравствуйте, друзья, с вами юрист Валерий Табаков. Сегодняшний наш стрим – это трансляция или пересказ гротескной истории, которая называется «Язык против державы» или «Как Фарион с Путиным спелись». Итак, внимательно слушаем, о чем будет эта история, и комментируем, ставим лайки, донатим. Поехали. Вначале был язык. Украинский, мелодичный, как карпатский трембит, с мягким «г» и звонкими «ж», что хранили память о казацких вольницах. Он был душой народа, его песней, его щитом. Рядом высилась украинская держава, крепкая, как броня леопардов, и упрямая, как гетьман, несущийся в бой. Эти двое, язык и держава, любили друг друга, но ссорились, как старые супруги, споря, кто важнее: язык, требующий чистоты, или держава, жаждущая единства. Их споры гремели от Львова до Луганска, до тех пор, пока на горизонте не нависла тень российской державы, темной, как нефтяные скважины, и хищной, как медведь, почуявший добычу. Она мечтала поглотить украинскую державу, а язык она решила обратить в оружие. На львовских улочках, где булыжники шептали мову, жила Ирина Фарион, жрица украинского языка. Ее глаза пылали, как факелы на Майдане, а слова резали острее сабли Мазепы. Она объявила войну всем, кто смел говорить на суржике или «О ужас» на русском. Для Фарион язык был божеством, а она его пророком, готовым сжечь еретиков во имя чистоты. В 2022 году, когда российская держава, ведомая Путиным, ринулась на Украину, Фарион сделала абсурдный ход. Она явилась на передовую, под Бахмут, где 3-я штурмовая бригада отбивалась от орков. В одной руке она держала томик Шевченко, а в другой — мегафон, из которого неслись ее проповеди. «Хлопці, ви герої, но чому похер, а не байдуже? Язык — это душа нации, а вы ее пачкаете суржиком». Бойцы, покрытые пылью и кровью, смотрели на нее, как на оживший экспонат музея. Командир бригады Андрей Белецкий устало вытер пот со лба.
Ирина Дмитриевна, мы тут за державу кровь проливаем, а вы про фонетику. Может, лучше дрон запустите?» Но Фарион была непреклонна. Она объявила, что язык важнее державы, и ввела правило: каждый боец перед боем должен сдать экзамен по украинскому. Она раздавала тетради с заданиями. Напишите эссе о роли «г» в национальной идентичности. Один солдат, уворачиваясь от дрона камикадзе, пробормотал: «Да шоп ты с той мовой в окоп упала». Фарион тут же записала его в суржик-еретики и потребовала от командира исключить бойца из бригады. Белецкий, сдерживая смех, ответил: «Ирина, он вчера танк подбил. А вы что подбили, кроме морали?» В Киеве тем временем Александр Зинченко, футбольная звезда и народный герой, попал в эпицентр скандала. Он записал видео на ломаном суржике, призывая мир поддержать Украину. Его искренний, но несовершенный украинский вызвал бурю в соцсетях, а Фарион, увидев ролик, ворвалась в эфир львовского радио. «Этот футболист позорит язык. Он должен говорить как Коцюбинский, а не как базарный торговец. Зинченко – угроза нации». Она потребовала исключить его из сборной, пока он не выучит правильный украинский. Зинченко, человек простой, но с сердцем патриота, ответил в прямом эфире, стоя на стадионе: «Я за державу играю, а не за ваши лекции. Моя мова – это мова окопов, где шо и що одинаково бьют врага». Конфликт расколол общество. В соцсетях запылали хэштеги: «Решетка мова понад усе» против «Решетка держава понад усе». Бабушки на лавочках спорили о диалектах, а в окопах бойцы шутили: «Если Фарион придет, дайте ей автомат, пусть докажет, что мова стреляет». Даже коты на киевских улицах, казалось, мяукали то на украинском, то на русском, выбирая сторону. Российская держава, почуяв слабину, запустила спецоперацию. Боты наводнили соцсети фейковыми письмами от «патриотов» в кавычках, которые подстрекали Фарион: «Ирина, вы маяк нации, уничтожьте всех, кто говорит «шо» вместо «що». Один бот под ником собака Патриот Галичины даже предложил ввести штрафы за неправильное ударение в слове «Украина». Фарион, не подозревая подвоха, удвоила усилия. Она организовала мовные патрули, группы лингвистов, которые ходили по Киеву с диктофонами,
записывая языковые преступления. Один патруль поймал школьника, сказавшего «похер», и заставил его публично декламировать заповит на галицком диалекте. Гротеск достиг апогея, когда Фарион, ослепленная своей миссией, стала невольным инструментом российской державы. Путин, сидя в кремлевском бункере за бронированным столом, потирал руки. Если они сами себя рвут, нам меньше работы, сказал он, попивая чай из самовара с надписью «Скрепы». Он отправил Фарион анонимную почетную грамоту от Международного общества чистоты языков, назвав ее защитницей идентичности. Грамота, украшенная двуглавым орлом, Фарион не заметила подвоха, вдохновила ее на новые подвиги. Она ворвалась на позиции 3-й штурмовой с мегафоном и портретом Леси Украинки, требуя, чтобы бойцы пели «Ще вмерла» исключительно на галицком диалекте. Один боец, уворачиваясь от снаряда, крикнул: «Ирина, я «г» выговорил. Теперь можно стрелять?» Бойцы, устав от ее лекции, устроили гротескный бунт. Они связали Фарион скотчем, приклеили к ней табличку с надписью «Мовный комиссар» и отправили в тыл на БТРе с запиской: «Верните, когда научится подбивать танки». Фарион, сидя в кузове, продолжала кричать: «Це не скотч, а стричка». Российские пропагандисты тем временем распространяли фейки. Украинцы отказываются от державы ради языка, писали они и говорили в своих эфирах. В окопах начался хаос. Солдаты спорили о правописании вместо того, чтобы отбиваться от врага. Один боец, держа гранатомет, бормотал: «Если я скажу «граната» вместо «граната», Фарион меня расстреляет». Украинская держава слабела, ее броня трещала, а язык, казалось, праздновал победу, не замечая, как его используют. Но тут в игру вступило международное сообщество, и все перевернулось. Илон Маск, внезапно объявивший Украину крутым стартапом нации, написал в соцсети X: «Держава – это hardware, язык – software. Без hardware софт не работает, а без софта hardware ржавеет». Причем для софта не имеет значения, написан ли он на C++ или на Python. Любой подойдет. Дайте обоим жить. Hardware и software. Его пост собрал миллионы лайков. И даже Фарион задумалась. Но настоящий поворот случился, когда Зинченко, устав от раскола, сделал радикальный шаг. На пресс-конференции в Киеве
окруженный бойцами 3-й штурмовой, он объявил: «Хватит воевать за мову. Мы бьемся за державу. Я говорю на суржике. Хлопцы в окопах на русском, украинском, польском, даже на крымско-татарском. И что? Мы все Украина. Я предлагаю, дайте русскому и украинскому равные права. Пусть каждый говорит, как хочет, но бьет врага». Зинченко держал в руках 2 флага – сине-желтый и красно-черный. А за его спиной бойцы пели гимн, мешая диалекты и языки. Один пел «Ще не вмерла», другой «Еще не умерла», третий вообще на суржике. А толпа ревела от восторга. Фарион, вернувшись из тыла, скотч еще висел на ее плаще, сначала побагровела. Она схватила мегафон и начала: «Зрадники! Русский — это язык врага!» Но тут ее прервал Белецкий. Он вышел вперед, держа в руках трофейный российский автомат с надписью «За скрепы», и сказал: «Ирина Дмитриевна, враг не язык, враг тот, кто стреляет по нам. Мои хлопцы говорят на русском, украинском и даже на матерном. И все бьют орков. Хотите за мову? Берите автомат и в окоп». Толпа зааплодировала. Фарион впервые в жизни замолчала. В этот момент в соцсетях появилась новость. Верховная Рада экстренно приняла закон о равноправии языков. Украинский остался государственным, а русский получил статус языка национального сообщества с правом использования в образовании, медиа и культуре. Закон назвали «Акт Зинченко» в честь футболиста. Равноправие языков стало гротескным ударом по российской державе. Путин, рассчитывавший на раскол, был в ярости. Его пропагандисты кричали: «Украинцы предали русский мир!» Но их никто не слушал. Русскоязычные украинцы, вдохновленные актом Зинченко, массово записывались в ВСУ. В окопах появились двуязычные плакаты «Бий орків на будь-якій мові» и «Бей орков на любом языке». Даже Фарион, вернувшись из монастыря, где она писала мемуары «Моя мова, моя ошибка», записалась в волонтеры и начала разносить бойцам борщ, приговаривая: «Ешьте, хлопцы, а то скажу похер и не прощу себе». Международное сообщество, восхищенное инклюзивностью Украины, удвоило поставки оружия. Илон Маск прислал дрон с надписью Language Equality FTW и запустил кампанию в соцсети X. Решетка Speak Freely, Fight Hard. НАТО отправила танки с инструкциями на украинском и русском. А ООН назвала Украину глобальным примером единства в разнообразии. Российская держава, лишенная своего главного козыря, языкового раскола, начала трещать по швам. Ее пропаганда захлебнулась, когда русскоязычные украинцы начали записывать видео из окопов. «Мы говорим по-русски, но воюем за Украину».
Третья штурмовая бригада, вдохновленная новым духом единства, прорвала фронт под Херсоном, а Зинченко забил гол в финале Евро-2025, посвятив его всем, кто говорит на любом языке, но любит Украину. Украинская держава, окрепнув благодаря равноправию языков, отбила атаки российской державы. Язык украинский, русский, суржик стал не оружием, а песней, которая звучала от Карпат до Крыма. Фарион, ставшая волонтером, научилась говорить «шо» без стыда и даже написала стихотворение на суржике. Зинченко стал послом ООН по вопросам инклюзивности, а третья штурмовая вошла в историю как бригада единства. Российская держава, потерпев поражение, ушла зализывать раны, а мир понял – сила Украины в ее способности объединять, не подавляя. Спасибо, друзья, за внимание. С вами был Валерий Табаков. До новых встреч.